Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться результатами своего эксперимента, который я проводил последних 1,5 месяца. Что за эксперимент, немножко позже открою экран и покажу вам, как я к этому пришел. Вообще, времена, конечно, сложные для всех, я думаю, сегодня и для бизнеса, и для других видов деятельности. Да? И, соответственно, я тоже был в поиске, что-то искал, что-то анализировал. Понимая, что за 250 последних лет произошло 3 промышленных революции, каждая из которых кардинально меняла общество, меняла жизнь людей, мне нужно было понять, что сейчас вообще происходит, да? То есть куда двигаться, в каком направлении. Первая революция это были фабрики, да, то есть, понятно, все работали, то есть было создано огромное количество рабочих мест, в принципе, все было понятно, чем заниматься, что делать и так далее. Вторая революция подарила людям уже электричество, там, комфорт, какие-то массовые средства производства там, и так далее. Да. Третья революция была у нас в виде интернета, да, то есть это цифровая революция, которая открыла миру возможность получать информацию с интернета. Я очень долго задавал такой себе вопрос, можно сказать, 4 года последних, да, то есть он меня интересовал. И никак не мог понять, куда все движется, каким будет это новое будущее, как я могу его применить, да, как я могу быть готовым к нему. Я пробовал десятки направлений, сотни разных проектов, общался с тысячами разными предпринимателями, да, но решения быстрого не находилось. В 2020 году я изучил сначала метавселенную Decentraland, да, то есть она была в очень примитивном виде. Я не пожалел своих каких-то денег, да, и поучаствовал там как инвестор. Но уже в 2021 году я еду в машине и слушаю в эфире одного радиоканала, да, то есть его реклама о Decentraland, потом переключаю канал, другой эфир тоже говорит Decentraland, там миллионы инвестиций, покупают землю, все там ажиотаж и так далее. Я еду себе тихонько и понимаю, что моя-то инвестиция тоже уже в 50 раз выросла, да, то есть было приятно. Естественно, этот момент меня зацепил, меня заинтересовала эта тема. Я начал погружаться, скажем так, информационно и понял, что это действительно технология будущее 20-50 лет, друзья. Я уже изучил множество разных компаний, и множество компаний начали создавать уже метавселенные. Кто-то это делает для создания какой-то игры, кто-то это делает для каких-то танцев, кто-то это делает для эксперимента, для тестирования какой-то военной техники, для реализации NFT, товаров, услуг и так далее. В этом всем потоке меня привлек один проект, который называется Teleland, и я начал заниматься еще в начале мая, да, то есть я, скажем так, кое-что сделал, да, сейчас вам расскажу что. То есть, что меня привлекло в Teleland? Это то, что пока мало кто знает об этом проекте, практически единицы людей, потому что не было еще официального старта, не было еще открытия, не было выхода в паблик. Здесь идет направление именно для бизнес-сообщества, да, то есть это в принципе та аудитория, тот круг общения, который мне интересен, это круг общения предпринимателей. Также мне понравилось Teleland тем, что он создается на самых новейших технологиях, на движке Unreal Engine 5, то есть это 100% погружение в виртуальную реальность, это кинематографическое качество картин. Вообще любой бизнес, который я начинаю, я всегда сужу его по 4 критериям. Первое – это польза для общества. Второе – это высокомаржинальность. Третье – это ранняя стадия проекта, то есть это тогда, когда мало кто знает как раз таки, да, о бизнесе. И четвертое – это естественный тренд. Да, то есть бизнес должен быть, направление должно быть в тренде. Если по первым 3
параметрам тут как бы все понятно, можно это все увидеть сразу, то 4-й параметр как раз таки не очень понятно. Поэтому я настроил рекламу, я проверил один инструмент и увидел, что эта тема действительно рабочая. Друзья, ну что вам сказать, я когда проводил этот эксперимент, был немножко шокирован, честно говоря. Потому что такой результат я не получал ни с одного бизнеса, ни с одного направления. Вот. Потратив немножко больше $1000 в лиды на холодный рынок, да, я с холодного рынка смог привлечь больше 2000 лидов. Да, то есть это регистрация, это вебинар, заявки и так далее. Сейчас я вам показываю CRM-систему, через которую все эти лиды обрабатывались. Вот такие вот реферальные начисления у меня были. Сейчас откроется страничка. Вот покупка земли. Мне падают комиссионные сразу же. За каждую покупку земли, за каждую покупку акций людьми в этой метавселенной я получаю комиссию. Здесь вот я получил комиссию 1000 TLC. Это означает $1000. Сейчас TLC приравнивается 1 к 1 к доллару. Это означает, что покупка земли была на $10 000, друзья. Ну и здесь множество и других есть покупок. 300 TLC, 100 TLC и так далее. А обработались они как раз таки все эти лиды в такую, ну, в принципе, не маленькую сумму, в $3839, друзья. То есть, потратив больше $1000, я получил чистыми $2800, грубо говоря. Да? То есть, у меня было 34 продажи, то есть, люди покупали землю, люди покупали акции, я получал комиссионные. Конверсия, как вы видите, очень неплохая, то есть, это 60% от людей, которые зарегистрировались, да? А зарегистрировалось у меня немножко больше, чем 60 человек. Сейчас я вам покажу структуру. Вот так вот выглядит моя структура, да, то есть вот я, вот моя первая линия, огромная, бесконечная. Здесь уже начинает выстраиваться понемножку вторая линия, вот даже третья уже, да, и так далее. То есть, в принципе, друзья, не уделяя особого времени, не уделяя никакого, скажем так, общения с теплыми контактами, я с холодного рынка получил вот такой вот результат. Это, естественно, дает мне право думать о том, что этот бизнес реально актуален, он востребован, и, естественно, я буду дальше здесь развиваться, я буду здесь инвестировать, строить организацию и так далее. Поэтому, друзья, если у вас есть какой-то отклик по теме метавселенных и NFT, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Я помогу разобраться, помогу сделать первые шаги. Вот, и можем вместе двигаться в этом направлении. Ну что, пока спасибо за внимание. Ждите моих следующих видео. Всем пока и всем удачи.